Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире 9 января, а на дворе инфакт. Или наоборот. Будет сегодня много новостей про портативки, так что морально готовьтесь. Вот первое. Директор по программному менеджменту Xbox Джейсон Рональд обсудил будущее портативных консолей в рамках саммита на выставке CES 2025. Во время беседы с изданием The Verge Рональд расписал принципы, которыми руководствуется игровое подразделение Microsoft для улучшения портативного гейминга. В сообщении очень много корпоративной белиберды, так что вот краткое содержание. Microsoft стремится использовать наработки Xbox ради создания специальной версии Windows для портативных устройств, которая в идеале, это Windows, должна работать гораздо лучше, чем текущая обычная винда. Судя по описанию Рональда, в грядущей системе геймерам следует ожидать интерфейс, аналогичный стационарным консолям Xbox. Но главное, чтобы была вкладка с Xbox TV. Эх, мем из 2013-го. Nintendo просто главные мастера палить все свои железки до официального анонса. Уже и 3D-модель второго свитча показали, и материнскую плату, и чего только не было. Вот дошла очередь до материальной, точной копии консоли. Ее прямо на CES 2025 дали потрогать отдельным посетителям. Чтобы мы с вами не грустили, в сети тоже опубликовали фото и видео с точной репликой устройства. Фирма Genki, специализирующаяся на производстве игровых аксессуаров, привезла на упомянутую выставку муляж Switch 2, который демонстрируется за закрытыми дверями. Сберечь секрет, очевидно, не удалось. Да и никто не пытался даже. Genki сама выложила емкий ролик прямо у себя на сайте. Если верить компании, муляж точно повторяет размеры неанонсированного устройства Nintendo. Как написали в издании NetZwelt, чей журналист повертел болванку в руках, она ощущается больше первой Switch, а джойконы не заезжают вниз по пазам, а вставляются по бокам, вероятно, благодаря магнитным креплениям, о которых рассказывали инсайдеры. Чтобы вытащить контроллер, нужно нажать на кнопку. Также сообщается, что на правом джойконе есть необозначенная клавиша, которой не было у предшественницы. Сама Nintendo обещала анонсировать преемницу Switch до 31 марта 2025. Ранее журналистка Лора Кейт Дейл показала часть зарядной станции Switch 2 на 60 Вт. По словам Дейл, станция от предшественницы не сможет питать грядущую консоль в стационарном режиме. Компания Lenovo не отстает от Nintendo, а даже в чем-то опережает ее, и анонсировала два новых портативных ПК — Legion Go 2 и Legion Go S. Последний особенно интересен, так как станет первым сторонним устройством, поддерживающим SteamOS от Valve. Эх, такая нативная интеграция могла получиться, но это просто новость. Valve сообщила, что операционная система, которая прячется под капотом Steam Deck, была обновлена, чтобы работать на Legion Go S. Также компания намерена выкатить бета-версию SteamOS в свободном доступе, чтобы люди могли установить ее на любой портативный ПК. Параметры Lenovo, которые Go S, у вас на экране, кстати. За это все попросят от $500. Зависит от того, какую версию выберете. Ну и, к слову, вот TTH Legion Go 2. Тут пожирнее состав, конечно, правда, инфы о цене пока нет. Закончили с портативками, давайте и игры немного обсудим. Творческий руководитель Marvel Rivals Гуань Юнь Чэнь и ведущий дизайнер сражений с ником Джи Йонг поделились деталями первого сезона игры. Нью-Йорк в текущем таймлайне Marvel Rivals оказался под контролем Дракулы, который погрузил мегаполис в вечную ночь и призвал толпы кровососов. Не понял, это Stalker референс? Фантастической четверке и другим героям необходимо остановить злодея. Глава Eternal Nightfalls принесет 4 новых персонажей: Мистера Фантастик, Женщину-невидимку, Человека-факела и Существо. Эти 4 доведут общее число бойцов до 37. Еще игроков ждут 3 новые карты: Мидтаун, Центральный парк и Санктум Санкторум. Сезон продлится 3 месяца и будет разделен на 2 половины по 6-7 недель каждая. Первый сезон Marvel Rivals стартует 10 января в 12:00 по Москве. А подробнее о новых героях, картах и свежих правках в балансе фанаты китайского Overwatch могут прочитать в заметке на нашем сайте. А вот и еще одна игра, которая готовится к запуску первого сезона. Это League of Legends. Интересно, как же авторы собираются развивать эту свежевышедшую игру? На самом деле, LoL просто перейдет на систему сезонов, поэтому вот только первый будет. В честь перехода на новый формат обновлений, разработчики из Riot Games опубликовали красивейший кинематографический трейлер. Ролик «Добро пожаловать в Noxus» был создан в сотрудничестве с авторами Arcane из Fartish Production и уже собрал больше 42
2 миллионов просмотров на YouTube. Сюжетно трейлер стартует уже после финала второго сезона Arcane, о чем свидетельствует облик Мел. Ролик в основном предназначен для демонстрации Ноксуса, места действия первого сезона League of Legends. Тем не менее, благодаря знакомым персонажам и качеству анимации, многие зрители начали предполагать, что он одновременно является тизером следующего анимационного сериала. Напомню, Riot планирует еще 3 экранизации, события которых развернутся в Ноксусе, Ионии и Демасии. Первая из них как раз находится в производстве около года. Но давайте про игру все-таки. Теперь в год Riot будет проводить в мобе по 3 сезона с разнообразной тематикой, затрагивающей аспекты вроде баланса, режимов, чемпионов, регионов Рунтерры и так далее. Сезоны связаны друг с другом сюжетно, и каждый из них разбит на 2 акта. Короче, привычная современным геймерам история. В преддверии запуска первого сезона League of Legends получила обновление 25.s1.1. Дебютный патч 25 года предлагает изменение карты Ноксуса, ребаланс, переработку телепорта и миньонов, новую систему Триумф Силы, а также нового эпического монстра Атахана. А вот и все новости на сегодня. Видимо, игровая индустрия все еще отходит после праздников. Новостей не густо. Но год только начался, то ли еще будет. Чтобы не пропускать свежее и интересное, подписывайтесь на нас везде и смотрите Инфакт. Ну и не забудьте еще про лайк и хорошего вам четверга. Пока!